и она спина упала сильно. И мне сказали, типа, что заниматься уже все. Просто подключается какой-то микрофон, и тип начинает читать рэп. Сколько часов ты, получается, работала? 12 часов. Зато утерла всем нос. Ну, скажу так, кислотный диджей мне нравится. Первая дача в Египте, вторая в Доминикане, третья вот в Турции будет сейчас. Ну, это приятно, когда тебе Бог пишет. Да, согласна. В Амстердаме с поломанной рукой. Я говорю, вы хотя бы 2 пальца оставьте, ну, типа, чтобы хоть можно было. Крутить что-то. Да. Всем привет, это снова я, и это 3-й выпуск проекта True Talk 2-го сезона при поддержке Ballantyne. Спасибо им большое в очередной раз. Вот. Не забываем про конкурс. Я разыгрываю свои пластинки. Я решила прям расстаться со всем самым сокровенным, и в этом сезоне прям вообще огонь-огонь. Поэтому следите за подсказками, и мы выберем рандомно из всех, кто угадает. А сегодня у меня в гостях очень интересный гость с интересной историей. Я уже предвкушаю поспрашивать Настю Муравьеву. Всем привет. Вот. И да, поехали. Настя, привет. Привет. Спасибо тебе большое за то, что ты согласилась. Я знаю, что в твоем графике ты как самый порядочный человек, не как все остальные диджеи, имеешь нормальную стабильную работу, и тебе пришлось, я знаю, взять выходной, чтобы со мной встретиться. За это тебе большое спасибо. Тебе спасибо за приглашение. Давай, наверное, начнем с того, почему мы здесь и что это за место, потому что, ну, чтобы люди понимали, какое он отношение имеет к тебе и почему мы вообще здесь оказались. Ну, сюда я первый раз пришла на вечеринку. Сама первая вечеринка была здесь? Да, там в гаражах. И здесь еще была первая схема. Тоже она, как говорится, отпечаталась на моей памяти очень хорошо. Потому что все знают схему как огромный проект, что много очень людей там ходит, ну, делают большие вечеринки, а тогда там просто было 40 человек. Вот, все свои знакомые одни. Ну, в общем, было очень круто. Ну и тут часто делали тоже мои знакомые вечеринки, там и R&B вечеринки, Black America они назывались, ну и такие в гараже просто, там 2 на 2, но там мы все танцевали, веселились, в общем, было весело. Расскажи мне, кто были твои друзья и как ты вообще попала в эту тусовку, которая была связана именно вот с ну не с клубами, а, скажем, с электронной музыкой, с вечеринками? Получается, мы тогда висели, скажем так, ну там встречались на оперном театре, ну там пили, там общались, смеялись, веселились, вот, и как-то кто-то говорит, а пошли на вечеринку. И я говорю, я еще никогда не была на вечеринке, это мне было 20, по-моему, лет, или 19, говорю, еще никогда не была на вечеринке, надо бы сходить. Ну и вот мы пришли сюда в гаражи, тут что-то танцевали, гуляли, веселились, в общем-то, ну вот так вот мы и пришли. А так, чтобы ну, я кого-то там знала из диджеев до этого, то только Илью Миднайта, вот, а остальных, ну, так толком никого не знала. С всеми уже тут познакомилась, либо уже там в Клоузере, но это уже потом было. А что больше всего запомнилось вот из первых вечеринок твоих? Были какие-то такие моменты, которые ты вот увидела и офигела, там, допустим, или услышала, или там, ну, и там зависла? Вот что-то такое и очень яркое. Или это просто было классно? Из первых, ну да, это было классно, так как я на вечеринках раньше не была. Мне было просто интересно понаблюдать за всем, там, потанцевать под клевую музычку. Вот. Но тогда у меня еще вообще не закрадывалась мысль, ну, о том, чтобы там диджеем стать или как-то с этим связать свою жизнь. Вот. А что ты слушала? Я слушала рок, хардкор слушала, постпанк слушала. Ну, вот такое. Но электронную музыку на тот момент я еще не слушала пока. Насколько я знаю, ты потом переместилась уже в Клузер, пошла, отель, и как-то вот все начало, ну, как бы начало втягиваться, то есть тусить больше, чаще, да, тогда знакомиться. Еще, да, не был открыт, тогда еще, ну, там только самое начало было, там еще даже вечеринок, по-моему, не было. Вот, а потом уже, да, начала ходить и в Клоузер, и уже как-то мне стало интереснее, ну, музыку слушать. Например, там шла на какую-то вечеринку, и там какой-то диджей неизвестный, мне было интересно найти, там, послушать предварительно, что он там в SoundCloud,
что там есть у него. Чего от него ждать? Да, и чего от него ждать. Я хотела тебя поспрашивать, так, собственно, где ты практиковалась? Когда тебя никто не учил в итоге, как ты этому научилась? В общем, была вечеринка в отеле, это было воскресенье. Там уже, ну, понятное дело, почти никого не было. И пришла Маша Нупеп. Это у нее клуб 56, она типа была совладельцем или владельцем. Ну, в общем, она была там главной. И она пришла, послушала и такая говорит: слушай, а, ну, типа, ты где-то тренируешься? Я говорю: нет, нигде не тренируюсь. Она говорит: так можешь приходить в клуб 56, ну, и, типа, и тренироваться. У нее еще бар был, хэштег-бар, на Воздвиженке тоже. Ну, там через 2 или 3 дома от этого клуба был. И, ну, я туда приходила, брала ключи, шла в 56, ну, и там стояла, тренировалась, сколько мне нужно было. Круто. Да. Это такой бонус прям. Это вообще, это было просто замечательно, потому что, ну, так, где мне тренироваться и как мне вообще понимать, Ну, что к чему. принципы вообще, вот, допустим, есть моменты, когда мне приходилось объяснять людям, как это работает, и прям вот показывать, ну, то есть я никого не учила, но показывала, грубо говоря, принципы. Как ты эти принципы, откуда ты их взяла? Ну, то есть если тебя никто не учил, ты просто стояла за кем-то, наблюдала, или ты смотрела, может Да, быть, я видео в Ютубе? частенько наблюдала за всеми, как там сводят, ну, типа, что куда нажимают. Мне Илья Midnight, по-моему, показал, ну, там основные эти Q, Play, ну, типа, фейдеры и все, ну, в принципе. А так я уже дальше сама по наитию, как говорится, стояла уже и все крутила. Я читала о том, что ты приходила на вечеринки и ну, как бы не подсматривала, спрашивала треки, которые тебе нравятся, и ты там их сохраняла, и таким образом отталкивалась от них, что ты ходишь, да, в поисках дальше. Вот расскажи о принципах селекции, как это у тебя работает, где ты музыку ищешь, где ты ее берешь, есть ли рипки? Винил рипки Рипы нет. Я на соулсике нет. Почему? Это же кладезь вообще. Кладезь да кладезь, но мне там иногда очень сложно найти какие-то треки, я не понимаю, почему у меня это не получается. Ну, типа, другие там, например, там, ну, кому-то скидываю трек, и говорю: блин, не могу его нигде найти. И мне просто показывают, как они его в соулсике находят. Я вообще не могу его там найти. В основном я ищу на Ютубе или на Бэндкэмпе. Вот. Ну, там же, соответственно, и покупаю их сразу. Либо же, ну, когда на Бэндкэмпе нет, то на Битпорте есть там какой-то трек определенный. Как ты готовишься к выступлениям? Вот, допустим, у меня, я могу вообще не готовиться, а если у меня какое-то важное выступление, то я, допустим, создаю для него отдельную папку, где мне будет легче искать треки, которые наверняка подойдут. А как у тебя это происходит? Нет, у меня в основном, когда там какая-то вечеринка, я нахожу новые треки, скидываю их в папку. У меня папки называются New March, New April, New May. Ну, в общем, вот По годам? вот. Ну, просто типа по месяцам. Типа вот я, например, в этом месяце нашла столько-то треков, они у меня в этой папке. Ну, и я там помню, какие там треки, и, ну, соответственно, типа так и играю. То есть ты опираешься на хронологический порядок, можно так сказать? Ну, в принципе, так да, запоминаешь. но в основном я просто запоминаю там какой-то трек, я знаю, что он сейчас пойдет к тому треку, или тот к тому. Ну, то есть у меня нет такого, что я к вечеринке готовлюсь, там, например, папку создаю, или там, как некоторые, там, 1, 2, 3, 4, 5, ну, типа, что, зачем. Ого, даже трек-листы? Кто-то Ну, создает. да. Но трек-лист это вообще уже... Я трек-листы создаю только, когда мне нужно микс записать. Ну да, понятно, Ну, когда да, ты подкаст чтоб всё делаешь, было это понятно, да. хорошо и красиво, да. А так, не, никогда не готовлюсь. Ну, Кстати, именно так, чтобы прям вот конкретно сесть там и там трек за треком подобрать. Не, ну это да. А как ты можешь это предсказать Ну на да. самом деле? Кто там знает, что там будет происходить на той вечеринке? А какой твой любимый подкаст в своем собственном исполнении? Хороший вопрос. Я их давно уже так не слушала. Но, наверное, ZYX, я его очень давно записала, очень давно. Года 4 назад, по-моему, или 3. Вот. И Почему он тебе нравится? Ну, что в нем для тебя такого? даже не знаю. Наверное, потому что он один из первых. Вернемся к твоему началу. Расскажи о первой вечеринке, на которую тебя пригласили как диджея. Я читала о том, что вот была какая-то вечеринка, на которой ты говорил: я играю, и никто не пришел. Мгм. Это Да. смешная история в каком-то интервью. Ту вечеринку, по-моему, делал Андрей Савиных тогда. И это реально было вот внизу, там, где сейчас бар. Там было, ну, тоже 2 на 2 метра. Ну, то есть как какая-то, ну, скажем так, кладовка. Вот. Я ж такая пришла, думаю: о, сейчас как наиграю тут на дек. Ну, я думала, там деки будут стоять, но там стоял компьютер. Мне пришлось с этого компьютера и играть. Вот. Ну и, в общем, пришло 3 человека.
И в клоузере это даже был этот Фумия Танака, по-моему. Вот. И там много знакомых было, куча друзей. Ну, короче, пришло только две подружки мои, и все. Больше там, в принципе, никого и не было. Ну а как дальше развивалась? Вот, от выступления к выступлению, от бренда к бренду? Как ты росла? Ты анализируешь? Ну, то есть ты же помнишь, что было для тебя вот такими ступеньками по нарастающей? Ну да, сначала это был отель, потом это был клуб 56. Я помню, что вот начали именно после, когда закрывали клуб 56, там было очень много народу, и вот именно после него меня стали больше приглашать на какие-то другие вечеринки. Вот. Что было дальше? А дальше... Вспоминай, рассказывай. Да, мозги поднапрячь. Я тебя впервые услышала, когда мы сидели, составляли программу на встречку на какую-то, и мне Тимур Башак говорит, ну вот точно. в отеле будет играть Настя Муравьева. Я такая, интересно, кто Точно, Настя да, Муравьева? вот встречка была. По-моему, вот как раз после закрытия, или это уже через год было, меня на встречку это позвали, при том, что мне написали где-то за неделю, по-моему, типа, смогу ли я отыграть. Я же говорю, конечно, смогу, встречка, это извините меня. Вот, ну и вот потом на Основы я встречке. видела, ты выступала в ранние какие-то. Да, вот, на основе тоже. Потом, когда ты на схему попала? В В 18 17 году, да, 1 в апреля. апреле. Да. В апреле, да. Знаменательная дата для меня. Это, конечно, было тоже, когда меня на схему Слава позвал, я вообще, это как одна из моих этих мечтаний была на схеме отыграть. Ну и вот меня позвал, я там отыграла, и вообще у меня эмоций было столько, я прям вообще передать не могу. Но ты довольна была своей работой? Да. Класс. Да. Еще мне было страшно вообще поднимать глаза и видеть, какое там количество людей. Я, по-моему, там только пару раз посмотрела, а так я была очень сосредоточена на своей игре. Кстати, насчет мечт. Твоя вся семья, каким-то образом, все в авиации. И ты училась в авиационном институте. Университете. Да. И, подожди, специальность у тебя какая? Филология. Филология. Да. Но мечтала ты стать стюардессой, и ты и стала. И тут, значит, ты стала еще, мечтала быть диджеем, и ты им стала. И как бы кажется, что, а что дальше? А что дальше? Даже не знаю, О чем ты дальше. мечтаешь сейчас? Мечтаю о том, чтобы альбом записать и издать его на каком-то очень крутом лейбле. Мечтаю тур по Америке или по Азии, к примеру. Вот. Не знаю, что еще мечтаю. На вертолете мечтаю полетать. Класс. Настя, вот ты хочешь там писать свою музыку, но у тебя же есть какие-то базовые знания? Ну, то есть в музыкальную школу ты ходила? Да, я ее не закончила, 4 года там всего. А курс был? Фортепиано и домбра. Домбра был основной, это такой украинский музычный инструмент. Вот. Мне как бы не сильно тогда было интересно музыкальная школа, мне больше гимнастикой хотелось заниматься. То есть у меня был выбор там либо музыкалка, либо гимнастика. Я выбрала, конечно же, гимнастику. И сколько ты в гимнастике? 7 лет. Ого. Да, это я КМС мастера спорта, кандидат в мастера спорта. Вот, да. Но у меня случилась в 12 лет травма, и она спину упала сильно. И мне сказали, типа, что заниматься уже все не получится. Блин, это, конечно, всегда такая вообще классика. Да. Мне жаль. Но слушай, мы рады, что ты с нами теперь. Насчет написания музыки. Я знаю, что ты сейчас преподаешь в школе DMA. Да. Вот, ты начала преподавать в ноябре. Почему ты не пользуешься этим для того, чтобы, может быть, там кто-то смог бы тебе помочь научить? Там есть продакшн? Есть кто-то, кто мог бы тебе помочь? Продакшна нет, но там есть один из сооснователей, он вроде музыку пишет свою, там где-то ее издает. Тебе не приходила мысль обратиться к нему как за помощью? Приходила, просто на это тоже время все нужно. Хорошо, а насчет преподавания? Мне кажется, что это был смелый поступок, поскольку, допустим, когда мне тоже предлагают преподавать, я такая... Не, ребята, я не готова, там столько всего нужно, подготовиться нужно, это отдельное такое мероприятие, которому нужно посвятить время. Да, это, сложно, очень сложно, но вот я рада, что у меня
Мой самый первый ученик, он уже у меня Я видела, выпустился, да. да, Поздравляю уже тебя на с 2 этим. вечеринках играл, да. Но там еще не только моя заслуга, но и его, потому что он, реально вот этим прям живет. Он, ему это интересно, ему это нравится, он хочет этим заниматься. Потому что разные люди есть, типа, некоторые там не знают вообще, что это такое, что такое диджеинг, типа, зачем это, думают, типа, что это просто круто, и просто приходят учиться, типа, ты их учишь, не можешь им вбить в голову, там, что нужно подбирать музыку, там, друг по другу, там, битмэчинг еще какой-то должен быть. В общем, сложно им это объяснить, вбить в голову и как-то, чтобы все было То есть хорошо, не все нормально. такие успешные, как твой первый ученик? Да. Так сколько у тебя плюс сейчас поддержка. учеников? 5, по-моему. 5. 5 вроде, да. А как ты находишь время между... мы поговорим еще о профессии стюардесс. Это отдельная история, которая... Да, это отдельная история, Да. огромная. Мне интересно сейчас, как ты находишь время между перелетами и работой. Это хорошо, что сейчас гастролей не так много, что, в принципе, время можно Да. выделить. Как? Прилетела, например, я там в 2 ночи, поехала домой, поспала, и там ближе к вечеру уже этого же дня, там 2-3 урока. То есть ты сама составляешь свой график, Да. заранее видишь, когда у Мгм. тебя есть окна для того, Да. чтобы этим заниматься. Да, это, в этом плане это очень удобно. А почему тебе это просто интересно, или это тоже как бы способ для заработка, школа, преподавание, это все? Поначалу мне было интересно, а сейчас, так уже честно говоря, это очень много времени занимает, и реально много учеников, 5, и надо с каждым по 1,5 часа позаниматься, каждому что-то объяснить, показать, туда приехать. В общем, сложновато мне. Подустала. Да. Помню, ровно год назад у нас, мы все знаем, что случилась пандемия, вот уже год мы в ней существуем каким-то Варимся. образом. Да, но я помню, как в прошлом году ты чувствовала себя максимально растерянной, и я приглашала тебя на стрим «Нечто», и ты говорила даже, что... ты на тот момент решилась обеих работ. И работы стюардессой, бортпроводницей, и работа диджеингом. Ужасное было время на самом Да, деле. и ты такая говорила, что, наверное, мне даже придется пойти работать кассиршей в супермаркет. То есть такая безнадега. Да, просто у меня под домом тогда ноус был, там я увидела это и думаю, а что делать? Непонятно, насколько это все затянется. Так а как все произошло? Расскажи, как ты пережила это? Как ты справилась, в общем-то, как ты вырулила? Сложно. Но я тогда в июне пошла работать мерчендайзером, все-таки пошла работать. Это тоже работка вообще, это ужас какой-то. С 9 до 6 вечера у тебя там 10 магазинов, начиная от Севастопольской площади и заканчивая этой Владимирской, Льва Толстого, короче. Ты ходишь по этим магазинам, смотришь, типа, сколько там алкоголя, типа, стоит, ты его правильно ставишь, ценники все тоже смотришь, чтобы правильно были. Короче, ужасная работа. Я тупо целыми днями ходила и вот этим вот всем делом занималась. Там еще 6 дней нужно было в неделю работать. И сколько ты продержалась? Как сказать, продержалась. Я поработала месяц, и потом мне позвонили, с моей работы стюардессой и сказали, типа, что все, уже авиасообщение открылось. Ты к нам вернешься, Настя? Я говорю, конечно, вернусь. Я тогда вообще в шоке была. То есть, рада очень сильно, что наконец-то я вернусь туда, где мне нравится то, что я люблю, и буду делать то, что я хочу делать, а не это вот. Надо же было где-то деньги брать, как-то конечно, да. зарабатывать их. Вот. Такой вот был способ. Да, если честно, я не на шутку переживала о тебе, поскольку я прям видела твое состояние, я понимала, человек вообще просто... я думаю, что многие в нашей профессии лишились всего, и так неожиданно, непредсказуемо. Это, конечно, ударило сильно, мне кажется, психологически в первую очередь. Да, очень. Было стрёмно. Так но потом ещё- летом начались вечеринки, поэтому все наладилось. Такая неизвестность была, то есть непонятно, типа, как оно закончится, не закончится, откроют, не откроют. Но слава богу, что хоть что-то уже открылось, вот работа есть уже хорошо с лета. Настя, но при этом, при всем, я никогда не видела тебя играющую с пластинок. Ты умеешь? Я могу играть дека-пластинка, вот мне так проще. А именно пластинка, я когда-то одно время, у меня был период, что я вот именно их таскала с собой на каждую вечеринку, и
пыталась, ну, типа, свести. Ну, опять же, типа, я особо на них, ну, не училась играть, ну, просто видела, знала, там, что точку нужно поставить, ну, типа, подогнать, да и все, ну, этим питчем. Питчи. Да, вот, но, в принципе, так у меня получалось. Вот, но потом я что-то это дело подзабросила немного, потому что Обломалась, бывало... наверное. Ну, да, немножко. Бывало, типа, что приходила на вечеринку с этими пластинками, тащила их, они, извини меня, сама знаешь, сколько они весят. Ну да. Да, я приходила просто, и там нет винилового проигрывателя. Я такая, бля. Ну, это частая история, да. Ну, у Да. тебя, ты продолжаешь покупать пластинки или просто уже перестала? Не, перестала на самом деле. Ну, пока что и возможности как бы нет, чтобы их так вот прям вложиться в них. Ну и пока, ну куда одни покупать, Ну где да. я буду дома Ну, на я них даже, смотреть. я тоже не покупаю сейчас пластинки, поэтому Мгм. прекрасно тебя понимаю. Вот. Ну, вообще, коллекция, я так понимаю, у тебя небольшая, да? Ну, у меня где-то есть 40-50 где-то пластинок. Ну, А да, какие небольшая. самые любимые? Это Которые самые заигранные? Роберт Армани. Я вообще его обожаю. Я в Closer Record Store и в этой в дискультуре просто, когда я видела Роберта Армани, скупала сразу, мне он очень нравится. Я тоже изучала его дискографию. Да. И Джефф Милс еще мне тоже, там пару пластинок у меня его есть. Который тоже постоянно нравится. играешь. Ну, как постоянно. Когда я с пластинок играла, да, то я их играла. Так. Вот, но Роберта Армани я постоянно включала. До пандемии у тебя прям случился серьезный вообще круговорот событий, ты вышла на международный уровень. И вот ты помнишь, вот какая была самая первая твоя вечеринка на выезде? В Трезоре. Вот самая первая и Трезор. Да, представляешь, ну это тоже, конечно, такая история. Там была схема бэкстейдж, и тогда летом мне Слава Лепшеев пишет: Настя, мы вот собираемся делать вечеринку в Берлине, типа, ты там сможешь такого-то числа? Я говорю, да, ну, в принципе, смогу. Тогда я еще в аэропорту работала на регистрации. И как раз вот прям там день через день мне звонят, ну, типа, позвонил отчим и сказал, типа, вот сейчас в Азур, типа, набирают бортпроводников, ты пойдешь? Я такая думаю, да что ж такое, ну, типа, оно так пересеклось и то, и то. Ну, я, конечно же, пошла, вот, и вот, да, Трезор — это моя мечта была, когда я только еще вообще о нем узнала. И мечта была там отыграть. И тут просто первая вечеринка в Трезоре. Я думаю, ну что, где подвох? В чем Ну прикол? да. Ну, мне кажется, что ты удивляешься до сих пор некоторым своим успехам. да. Да? Кажется, что оно с неба свалилось такое, типа, что? Да. Я на самом деле так думаю, потому что, ну, Ну, после этого просто ты же вот. успела еще выступить в Берхайн, в ОМ, в About Blank, все в Берлине. И ты писала, что в Берлине тебе нравится тусоваться больше всего. Почему? Почему именно там? Вот что там такого необычного? Что тебя там цепляет? Ну, меня, во-первых, еда в Берлине цепляет. Неожиданный ответ. Да, там очень вкусные кебабы эти. Я прям вообще не могу. А вообще, ну, типа, тусоваться мне там нравится, потому что там, ну, люди какие-то, я не знаю, все такие добрые, открытые. И музыка там, ну, везде, куда ни пойди, почти на везде просто топчик. Прям вот, ну, вообще. Класс, класс. А где ты Ну, еще круто. выступала? Я видела, ты выступала на Похода фестивале. Похода, фестивал. Там ты фотографировалась с Джеффом Милсом. Да. Наконец-то встретила своего Да, любимчика. да. Он такой вообще милашка был в рубашечке, в брючках, в туфельках. Ну, такой он там всегда на стоял. стиле, да. Да, Где очень еще круто. выступала? Где успела выступить? Господи, в Словакии, в Вильнюсе играла, потом в Каунасе играла, это тоже там Я же. знаю, где это, да. Потом в Питере, в Москве, в Глазго играла. Где я еще играла? Где? В Польше играла, в Беларуси играла. Ну, вот, в общем, вроде все. Самая яркая твоя вечеринка за границей не Берхайн. Самая запоминающаяся, где тебе прям пришлось кайфануть, это было неожиданно, непредсказуемо, так сюрпризом, ну классно. Наверное, в том же Берлине, в About Blank, ну, я там открывала вечеринку, и в Оме на МЭС. Вот. Короче, Берлин — это твой город. Ну, не знаю, мне там что-то больше всего нравится. На этой теме мы переезжаем в аэропорт Борисполь, откуда Настя уже произвела сотни вылетов. И там мы об этом и поговорим. А вы не забывайте, пожалуйста, следить за подсказками, потому что пластинки пластинками, на память останется. Будет приятно, мне кажется, держать такое на полочке.
Угадывайте, читайте внимательно, пишите первыми. Мы будем убирать рандомно. Спасибо большое, Balentines, за поддержку проекта, поскольку иначе это не произошло. Ну и если вам нравится, лайкайте, не нравится, дизлайкайте. Мне кажется, эта функция уже появилась на YouTube, поэтому... по-моему, даже ее убирают, да? О, блин. А я уже вошла во вкус. Ну, anyway, до встречи в Борисполе. Ну что ж, друзья, напоминаю вам, что вы смотрите True Talk, и это 2-й сезон и 3-й выпуск. У нас сегодня в гостях Настя Муравьева. Мы не случайно находимся в Борисполе. Борисполь — аэропорт большой, самый большой в Украине, и является вторым домом для большинства украинских артистов, диджеев. И я, наверное, первая, кто познал все углы этого места. Но Настя скоро, совсем очень скоро, побьет все рекорды, как украинский диджей и стюардесса по совместительству. Настя, у меня тут вопрос возник. Каким образом, вообще, когда, в каком году и кем ты стала здесь работать? Вот с самого начала. Как вообще ты сюда впервые попала? Это был год, по-моему, 15 или 14 вроде. Я сюда пришла работать на регистрацию. Вот. Сначала меня взяли на встречу-посадку. Ну, то есть я встречала самолеты, там в автобусы сажала пассажиров, вот. Потом они уезжали, я уезжала вместе с ними и шла другой так самолет встречать. Ну, это что касалось перрона. Ну, на гейтах мы тоже встречали, но там другая история. Вот. Потом меня взяли на регистрацию, и я был тот человек, который выдает посадочные и бирочку на багаж вешает, да. Вот. И там была, и потом на гейтах тоже я также работала. Это было год, я так всего проработала, потому что это было очень тяжело. Мне нужно было вставать в 5:20 утра, чтобы добраться до Харьковской. И в 7:20-24 отправлялся скайбас до Борисполя. Потому что мне нужно было уже четко в 8 уже быть накрашенной на каблуках и сидеть на стойке регистрации и ждать пассажиров, которые куда-то будут улетать. Сколько часов ты, получается, работала? 12 часов. 12 часов? Да. Вау. Я-то не только на стойке сидела, еще нужно было и на посадки ходить, иногда и рейсы встречать. Ну, то есть иногда бывало такое, что даже времени на пообедать не было. Вот. Ну, это было, получается, 2 я работала, 2 дня выходная. Но обязательно в один из выходных дней нужно было на полдня на работу выходить. Ну, то есть, короче, по сути, 3 рабочих дня и 1 полностью у тебя выходной был. Вот. Ну, было сложно очень, поэтому я и ушла отсюда. Ну, собственно, потом возникла опция перейти в стюардессы, бортпроводницы, и ты, собственно, Нет, это еще раньше было. Летаю я с 3 года, с 17 или с 18. Не, уже 4. Короче, время в авиации очень быстро летит, поэтому, ну, и так все путается. Но это, в общем, летать я стала уже позже. А до этого я еще раз работала, потом снова пришла сюда тоже на регистрацию, только уже регистрировала непосредственно ту авиакомпанию, в которой я уже сейчас летаю. Вот. Но у нас нет такого, ну, как такой, типа, карьерной лестницы. Это совершенно, типа, другая компания, в которой работала хендлинговая, которая именно обслуживает, ну, вот, регистрацию, там, посадку. В каких авиалиниях ты вообще работала? Ну, как стюардесса, только в одной, в Азуре. А когда в аэропорту работала, то я рейсы МАУ регистрировала. Да, я видела фотографии у тебя. Да. Фотографий много, все тебя фоткали. Расскажи о том, как твои профессии пересекаются. Как там, допустим, люди, которые знают тебя как диджея, приходят там. Ну, смотри, я собьюсь с вопроса, но я же ведь столько раз летала, я ни разу тебя не видела в аэропорту. Я все время выглядывала, думаю, ну, может быть, мне хоть когда-нибудь повезет Муравьеву увидеть. Но я тебя ни разу не видела здесь. Но при этом очень много я видела фотографий, когда другие тебя фотографировали, наверное. Вот, много ли было случаев, когда тебя узнавали вот, на стойке регистрации, потом как стюардессу? Как это происходит? На стойке регистрации нет, тогда еще, не так много людей, скажем так, меня знало. Но тогда зато я познакомилась с Юрой СЕ-62 так. Я была на посадке Брюсселя, и он подходит, а накануне была вечеринка в 56.
и он там играл. И он такой подходит, и такая, смотрю, что знакомое лицо. Потом такая, так это же на Юра 62. Я ему такая говорю, Юра, клевый сет был в 56. Он такой, спасибо, и пошел. Потом также я этого Толкачева тоже встретила. Вот, но я ему, по-моему, ничего не сказала. Вот. И еще, по-моему, каких-то диджеев заграничных. Нет, а ты, тебя вот как лично тебя, меня? да. Ну, только уже в самолете узнаю. Там бывает, знаешь, заходят, так на меня смотрят, прям пристально всматриваются. Я думаю, что такое, что случилось? А потом в конце рейса, Настя, а можно, пожалуйста, сфотографироваться? Ты же Настя Муравьева? Я говорю, да, это я. Конечно, можно. Классно. Я бы тоже что сфотографировалась обязательно, если бы я тебя увидела на борту как стюардессу. Мне кажется, это была бы очень классная, веселая фотография. Да. Мне всегда было интересно, я тебя сейчас спрашиваю как стюардессу скорее, что вы едите другую еду на борту? Или такую же, которую подают людям? Ну, вот как это работает вообще? Вот, какие-то лайфхаки, инсайты из жизни стюардессы? Ну, нам на каждый рейс, на каждый перелет заказывают питание. Ну, то есть оно у нас получается, если мы летим, например, там Киев, Шарм-эль-Шейх, Шарм-эль-Шейх, Киев, у нас типа до Шарм-эль-Шейха питание и обратно. Не скажу, что оно прям очень вкусное, ну, на самом деле вкусное. В самолете все вкусно. Даже булочка с томатным соком, посыпанная перцем в духовочке, это тоже очень вкусно. Потому что есть хочется очень сильно. С этим ничего не сделаешь. Ну, а у пассажиров, ну, вот, например, мы кормим их только когда на дальние какие-то рейсы летаем, там, Доминикана, Мале, в Таиланд еще когда летали, когда не закрыто было. Ваша еда различается от той, которую вы сервируете людям? Именно по меню? Ну, как сказать, отличается? Например, у вас другое вообще еда? Ну, вообще, да. Ну, у нас просто на выбор еда идет. То есть там рыба, там мясо или там, я не знаю, какой-то другой вид мяса. Ну, к примеру, там курица, говядина или судак. Ну, к примеру, там каждый выбирает, что он хочет. А у пассажиров только одно. У них там курица с рисом и с овощами. Ну, вот такое. Ясно. Да, так что... Мы когда ты выступала во Львове на «Нечто», мы с тобой обедали, и ты говорила о том, что в месяц стюардесса может летать максимум 80 часов. 90. 90? Да. Какой был твой максимум? Максимум в месяц был 94. А так можно? Да, ну типа можно до 120 часов. Просто если смотри, в год 900 с чем-то часов можно летать. Если ты там за полгода отлетаешь эти 900 часов, то ты остальные полгода сидишь дома и ничего не делаешь. Ну, то есть поэтому у нас типа как бы граница 90 часов, после 90 это уже переналет идет. Вот. Ну так основной лимит на год получается. Ну да, то есть чтобы в месяц было не больше 120 часов. Но это максимум, прям вообще для здоровья очень плохо. И это вот было 94 часа, не учитывая того, что я еще там куда-то гастролировать летала. 94 часа в месяц? Почти каждый день. Ну да, получается, да. Хорошо, а самый хардкорный момент в разрыве между двумя профессиями? Вот что был самый жесткий момент, когда ты прям на программа истощения? Вот программа максимум. Программа максимум была, когда мне нужно было лететь в Глазго, и после Глазго сразу же, вот прям через 2 часа вылет в командировку на 5 дней. И я, в общем, приезжаю в терминал Д с 2 чемоданами. В одной руке чемодан в командировку, а во второй руке чемодан там с наушниками, с флешками, в общем, обычный чемодан. Вот. И так как я тут работала, я в офисе смогла оставить чемодан тоже в командировку, и с этим полетела. И потом я прилетела, я летела через Франкфурт, а во Франкфурте, не знаю, знаешь ты или не знаешь, там постоянно задержки рейсов, типа это Люфтганзы с Киева на Киев, это ужас какой-то. И я очень сильно боялась, и как-то просто засела в Франкфурте на 7 часов. Я тоже должна потом прилетать была и на работу, но, слава богу, я успела, все хорошо. И вот в этот же раз тоже во Франкфурте задержка на час, на 2, а у меня же типа время-то поджимает, я очень сильно доперенервничала. Я нормально долетела, прилетела вовремя, и чемодан, с которым я прилетела, оставила опять там же и взяла свой чемодан с моими рабочими вещами в командировку.
переоделась в уборной, ну и все, на рейс пошла. Вот так вот. Слава богу, что в командировку мы летели, и всего лишь один перелет был, это в Турцию было, там 2 часа лететь, и все. Ну, это было рискованно, на самом деле, потому что я, Ну допустим, да. побоялась бы, поскольку действительно очень часто Мгм. задержки случаются. Ну, Иногда даже на стыковке, там, на гастроли не успеваешь. Ну, мне просто часто бывает. этот рейс поставили в последний момент, Мгм. и, ну, там поменять билеты никак невозможно было. Так что вот так вот. Какой твой был самый длинный, продолжительный вот забег с точки зрения вечеринок? Вот твой максимум, который ты не спала, ну ты там, я не знаю, совмещала или просто очень долго тусовалась. Вот я знаю свой максимум. Я, допустим, могу ну, 1,5 суток, наверное, протусоваться, причем, ну, конечно, без каких-то там препаратов, а просто там я там, могу выпить, там, покурить, там, потусоваться, может даже прилечь на бэкстейдже поспать, там пару часов опять тусоваться, но я не выхожу из зоны тусовки. Какой вот твой был максимум в этом смысле, самый такой, где ты проявила свою физическую выносливость именно в плане тусовок? Ну, наверное, это было, когда у меня было 3 гига за выходные, вот. И тогда, ну, тогда я, правда, поспала, поехала домой, поспала пару часов, но я помню, что это было очень сложно. Я в пятницу отыграла ночью в Киеве, потом где-то еще в Киеве отыграла вечером в каком-то баре, и потом сразу куда-то еще полетела играть. Ну, в Минск, по-моему, или куда. Ну вот это было, конечно, Тур де Франс какой-то. Тяжело. Я хочу понять, ну, осознаешь ли ты формулу, ну как, это глупый вопрос, когда мне его задают, я понимаю, что он глупый, но все-таки вот что-то мне приходит на ум обычно, формула успеха. Но вот понятно, что успех — это совокупность, да, это качество, это вот ну, такая составляющая очень объемная. Но ты понимаешь, вот я знаю, что мы с тобой похожи в одном, потому что когда мы обе начали, нас никто не поддерживал. Я знаю тоже, что никто не относился серьезно к твоему новому увлечению, никто не воспринимал тебя всерьез, и все хихикали о том, что ты хочешь быть серьезным диджеем. Как вот при этих всех преградах и вот таких подножках и отсутствие поддержки со стороны даже там, ну, друзей, как бы тусовщиков, ты все-таки стала успешной, и потом, как бы, понятное дело, что все начали говорить, что ну да, конечно, можешь, да. Вот переход этот как-то выстояла, почему-то была настолько, ну, при своей неуверенности в себе. То есть вот это вот все же ты стала очень успешной, и ты очень быстро вышла на международный уровень. Вот этот твой взлет был довольно динамичный. Ну, это, не знаю, скорее всего, было потому, что я не слушала, ну, то есть, типа, да, меня никто не поддерживал, но я это не воспринимала, ну, знаешь, типа, как серьезно на свой счет. Да, мне было неприятно, но я понимала, типа, что, ну, так бывает тоже, но я, типа, стремилась к тому, чего я хотела. Вот, стать нормальным диджеем. Ну, можно сказать, что ты не могла поступить иначе. Ну да. Зато утерла всем нос. Я думаю, каждая девочка так думает, когда добивается успеха. Ну да. Потому что есть такая тема, я согласна. Мне интересно спросить тебя еще насчет твоего окружения. Ведь же, ну, были же какие-то люди, авторитеты для тебя, какие-то влиятельные люди, которые сыграли какую-то роль вот в твоей карьере, в твоей жизни, вот как-то то ли какой-то случайный разговор, или реально конкретное там подтягивание, там поддержка тебя, там, ну вот кто были люди, которые вот сопутствовали, которых ты можешь для себя отметить и сказать, что вот этот человек составил отпечаток или там сыграл какую-то роль? А что все-таки мы же все зависим друг от друга и на друг от друга всего, влияем. это была уже поддержка моих друзей-диджеев, ну, Сосновы, там, ну, вот в основном, да, они уже тоже начали говорить, что да, круто, круто, молодец, типа, продолжай. Только они мне постоянно говорили, можешь что-то помедленнее играть, типа, что-то поинтереснее, какую-то музычку, а то это твое техно. То есть поддержка на полноги. Ну да, но в принципе она была, ну, то есть, как бы, вот. А так, что, ну, с кем-то из каких-то там влиятельных диджеев или что-то такое. И не только диджеев, но, может быть, какие-то там, не знаю, тот же Слава Лепшеев или кто-то другой вот человек вот такой, знаешь, который
который для тебя является в чем-то примером или вот... Ну, Слава, да, Славе огромное вообще спасибо за схему, за возможность и на Бойлер-руме отыграть, и в Трезоре, ну и вообще за все эти схемы бэкстейдж, ну и за вечеринки, и за такое количество людей. Ну, в общем, за эту возможность. То Потому есть что можно я сказать, думаю, да, что он дал это тебе. очень хорошая возможность. И я думаю, что у каждого, желаю каждому диджею, чтобы у него хотя бы раз в жизни была вот такая вот вечеринка, как схема. Насчет Болерума у меня был вопрос как раз. Твой Болерум был самый просматриваемый, ну, он до сих пор самый просматриваемый с той вечеринки. Схема в Украине. Это было фантастическое. Я вот смотрела, и меня давила жаба, что я вот пропустила такое мероприятие, хотя я все обычно пропускаю за то, что сама где-то в разъездах. Но мне бы очень хотелось побывать на этом мероприятии, и я даже вчера сидела, готовила интервью и думала, что, наверное, это был какой-то определенный пик схемы, и не факт, что на самом деле она когда-нибудь вернется до этого уровня. То есть мы не знаем, что будет дальше. Ни с брендом, ни с вечеринкой, ни с самим Славой, ни с культурой и вообще сценой. Вот. И тебе как бы удалось поставить такое, знаешь, ну, забила кол на самой вершине вот этого всего, и что-то вот, ну, вот оглядываясь назад, помнишь ли ты, что ты чувствовала, когда ты выступала? Как ты относишься сейчас? Конечно, у меня вообще даже мурашки по коже пошли. Ты на видео выглядишь абсолютно невозмутимой. Как, в принципе, Да наверное, меня там всегда. так дергало, ты б только знала. Мне просто... Я вот перед тем, как уже вот становиться играть, у меня просто вот так вот те руки трясутся. Это просто был какой-то ужас. И как там все пишут, лицо каменное, вообще стоит как гора, ну, типа в комментариях. Я такая думаю, ребята, вы вообще почувствовали то, что я чувствовала. Вы вообще там, я не знаю, в обморок упали. Но у меня тоже такое было как обморочное состояние, да. Но я справилась. Ну, Да, сет классный, я послушала, мне очень понравилось. Так, ты готовилась? Я подобрала свои самые топовые треки, ну, и просто в папку их скинула. Вот тогда да. И что еще самое ужасное, 2 раза был emergency loop. Да, есть Прикинь. такое. И там, боже, это было так ужасно. Я когда это увидела, у меня там вообще оцепенение. Но я из него вышла, но один раз очень ужасно, и там прям очень ужасная сводка была. Но Ну, ты знаешь, что поделать? насчет сводок, и я тоже когда-то переживала по этому поводу. Мне кажется, что наоборот это классно, что это делает сет живым, поскольку это все-таки процесс, и ты не можешь сделать его идеальным. Ну, все равно хотелось бы как Джефф Милл сводить, конечно. Ну да, есть чему поучиться. Расскажи, пожалуйста, об отношениях с агентствами. Как скоро после украинского успеха к тебе обратились международные, иностранные агентства, которые хотели тебя представлять или вообще букировать, помогать тебе с этим? Вообще, кто сейчас занимается букингом и с кем ты работала? Ну, по Украине у меня был букинг Celestial, но изначально не только по Украине, там еще им писали и из Беркайна, в том числе им написали из Зойли. Ну, это то, что в Беркайне там внизу этот, там где этим, за гардеробом. Ну, короче, нижний зал. Вот. Еще там кто-то им писал. Вот. Потом меня позвали в Урбану. Это они в Берлине находятся. И они меня позвали, по-моему, после Беркхайна уже. Вот. Да, через год после Беркхайна меня вот позвали. Ну, я с ними всего-то проработала где-то, полгода, а потом начался карантин. Но они мне нормально сделали вечеринок, которые не состоялись, из-за пандемии этой. Вот. Но потом, вот перед Новым годом, меня позвали в новый букинг. Пока что не буду говорить, как он называется. Что-то интересное? Ну да. Да, Довольно. там интересные артисты. Ну, еще пока что мы там еще в процессе подписания контракта, вот, всего вот этого. Ну, как я поняла, они там делают тоже туры разные по Азии, по Америке, то по есть Южной это, Америке. собственно, тот твой да. next level. Да. Вот, так что, надеюсь, что сработаемся с ними. Удачи тебе с этим. Спасибо. Я хотела еще, как раз ты упомянула, вот эти вот несостоявшиеся гастроли. Что там было и о чем жалеешь больше всего? Там была рота зоны в Мюнхене, потом фестиваль
Там должна была с Хеленой Хауф играть. Я с ней хочу очень познакомиться. Она мне очень нравится как диджей. Прям очень-очень сильно. Вот. Потом на фестивале с 9 девяток должна была играть. Название И- не помнишь городов? Это в Германии. Ну, Ротезона в Мюнхене. Этот фестиваль где-то возле Нюрнберга. Потом, что еще должно было быть? Что-то еще должно было быть. У меня, правда, все записано есть. Ну так навскидку не помнишь, да? Но я помню, что вот в прошлом апреле должно было где-то 8 вечеринок должно было быть. Это, считая, 3 в Украине, а остальные выездные какие-то. Я помню, да, когда мы с тобой разговаривали перед В стримом. Братиславе еще с Колосовой должны были играть, Да. в ВАКСе. Вот. И посещает ли тебя когда-нибудь, ну вот в связи с этим совсем, посещают ли тебя мысли о том, что, ну, поскольку все под вопросом, непонятно, когда все на самом деле вернется полноценно, что у тебя не будет вот этой позиции, которая у тебя была до пандемии. Мне кажется, это беспокоит вообще большинство артистов, поскольку время идет, поколение подрастает, и как бы все меняется, и вот эта вот паранойя присуща всем артистам, что они, наверное, потеряют какие-то возможности. Вот есть у тебя такие мысли? Да, есть. Ну, конечно же, есть. Даже вот за карантин у меня несколько раз была депрессия, типа, что, вот, например, когда уже все вернется, то я вообще никому не нужна буду как диджей, никому не интересна. Ну, то есть, вот, но я не знаю, как оно будет и что будет, но Ну, а есть у тебя Ну, какой-то это ж- план или, ну, ты работаешь над тем, чтобы остаться вот в этом инфополе, на плаву, какие-то, не знаю, контакты, подкасты? То есть должно же быть что-то, ну, вот я, допустим, придумала там Труток и Скребитил, чтобы себя занять, да, чтобы Мгм. вот хоть что-то происходило, и я не сидела без дела. Есть у тебя какой-то вот план по этому, для того, чтобы саму себя поддержать в этом во всем? ну, мне только моя работа помогает. Вот, Ну, это как бы. психологически. Ну да, а так с этим, конечно, тяжеловато. Ну и даже как в период карантина там были вечеринки, ну это уже там играли определенные типа диджеи, вот, а меня никто не звал, и меня вот это уже типа натолкнуло на то, типа, что люди уже обо мне забыли, типа, ну что, знаешь, как бы уже не так я им и не интересна. Ну, я имею в виду, типа, что, конечно, есть и интересные артисты, но просто, ну, так Я бывает, понимаю, так да. случается, с этим ничего не поделаешь. Ну и типа некого тут винить, только коронавирус, ты дурацкий. Да, я думаю, что такие мысли посещают всех. Я Мгм. думаю, что мы все в одних условиях находимся Да. сейчас. Ты упоминала Хелену Хауф, и я помню, ты однажды в интервью сказала, что девушки играют более глубоко и чувственно, и что у мужиков ты такого не видела. Давай поговорим о женственности в диджеинге вообще, что для тебя это значит, и как твоя женственность проявляется в твоей деятельности, что вот, например, красная помада, она тебе Ну вот, очень... наверное, только в этом она и Ты проявляется. думаешь? Ну, Ну ты да. же выступаешь там в платьях, я не знаю. Я видела фотографии, буквально парочку. Когда я серчила о тебе контент, я видела фотография классная. Ты лежишь на диване в юбке и в рубашке в какой-то. Очень женственная фотография, на самом деле. И, собственно, на Болеруме ты же тоже в сарафане выступала? Да, да. То есть юбки ты носишь? Ну да, юбки, конечно, ношу, и платье ношу иногда. Вот. Но красная помада это, наверное, фирменная. Ну да, ну мне просто с красной помадой лицо больше выделяется, как я думаю. Я ж маленькая, и меня там можно и не заметить за диджейкой. Так шутки шутками, а несколько раз было, вот когда в порту я играла, я просила, чтобы мне поддончик поставили, потому что я не дотягивалась просто до этого. А насчет девушек-диджеев, ты назвала Хелен Хауф, кто для тебя еще пример в этом смысле? Помимо Хелены Хауф, мне еще нравится Аня Халета, Инсолейт. Ну, это что касательно именно женщин, девочек. Ребекка нравится. Пола Темпл раньше нравилась, сейчас как-то я уже так, ну, нейтрально отношусь. Но музыка все равно прикольная. Вот. Кто еще? VTSS мне нравится. SPF DJ тоже нравится. Хайперактивист. Она очень клевая. Это же на вечеринке МЭС в Берлине я делала, в Оме. Вот. Я читала о том, что ты мечтаешь выступить на Awakenings, Rotterdam Rave и Deck Mantel. На своем собственном опыте я поняла, как часто
И как сильно, бывает, отличаются мои ожидания от реальности. Были ли у тебя такие моменты, когда ты вот чего-то ждала, и ты готовилась, ты приходишь, а там какое-то, ну, непонятно вообще что, и такое... Ну, вот вопрос именно конкретно о разочаровании, о том, чего ты так долго хотел и к чему стремился, а тут приходишь, а на самом деле оказывается, что это не так уж и значительно и круто, как ты себе это представлял. Ну, я думаю, что у меня еще такого не было. Но иногда, конечно, бывали вечеринки, там где-то, например, во Львове там, или не в Дании, а в Бельгии, в Антверпене, когда я играла с Сейлент Сорвантом и Сам Веном, и там просто в Ампере, и там просто на вечеринку там, ну, человек 50-60 пришло. Ну, знаешь, я так думала, типа, что, ну, как бы на таких артистов, ну, типа, как Сам Вен и Сейлент Сорвант должны нормально людей прийти, но оказалось, что нет. И во Львове тоже как-то играла, приехала, и там звук был ужасный, людей было мало. Ну, в общем, ну, раз на раз не приходится, но такие моменты, конечно, бывают. И иногда просто выходишь, типа, отыграл, выходишь и думаешь, господи, что вообще сейчас произошло? Ну, типа, и не нравится, как я отыграла, и вообще ничего не нравится. Просто Ну да, вот. такое часто бывает, это правда. Я читала в интервью, там тебя спрашивали, какой самый чизи трек ты там играла, ты сказала, что ты играла Металлику, ну, типа, ты так считаешь, что это чизи Металлика, и всего отыграла Хоррориста. Мгм. У меня встречный вопрос насчет того, как ты относишься к ремиксам на русские песни или оригинальные современные треки с русским вокалом, поскольку мне это кажется тоже неоднозначными тенденциями. И Мгм. вообще, вот как ты относишься к этой теме? Ну, скажу так, кислотный диджей мне нравится. Я его играла, да, несколько раз. Но я на самом деле, вот когда только-только он вышел, я его сразу же купила на Bandcamp, ну и сразу же его играла. И только потом, уже спустя там раз 5, как я его отыграла, ну, на вечеринках разных, начался вот этот прикол, типа, что это зашкварный трек, типа, что это ужас какой-то. Но по сути-то, ну, ты когда его играешь, людям он нравится, они подпевают, все. А другие треки? Я слышала, ты вообще на самом деле, ну, вот ты что-то еще играешь с Да, русским да. вокалом? Из лейбла «Кислоты» мне там очень нравится «Я ничего не понимаю». Вот это я вот уже много раз играла, но он же тоже заезженный какой-то стал. И еще у меня тоже «Брутализмус 3000», новая группа. Нашла ее недавно. Там тоже дискотека «Авангард» трек называется. Ну, тоже с русскими словами. Но я не знаю, мне очень нравится вот так вот в сете там одну вставить такую вот какую-то песню. Мне кажется, прикольно. Ну, мне кажется, что ты, тебя тянет куда-нибудь, куда вот туда тебе нравится. Это Я правда? по руке вверх на самом деле поставила. Ты как раз хорошо сказала, что если людям весело, то классно. У меня как раз был к тебе вопрос насчет того, что диджеев очень часто называют артистами, что тоже неоднозначно на самом деле, поскольку когда ты называешь диджея артистом, ты его освобождаешь от ответственности перед публикой. Он свободен в самовыражении и, в принципе, может делать все, что угодно, и как бы не обращать внимание на то, что, насколько резонирует вообще то, что он делает с публикой. А на мой взгляд, профессиональный диджей-кит — это тот человек, который делает классную вечеринку. То есть он считает публику, реагирует на нее, он не то чтобы подстраивается, но в любом случае у тебя в папке, ну, на флешке там треки, которые тебе нравятся, которые ты отобрал заранее, и исходя из этого всего ты можешь что-то предложить, правильно, людям? То есть что ты думаешь вообще об этой вот полярности между, ну, таким вот, знаешь, как это, лезвием ножа, вот, или артист, или диджей, вот. Ты кто? Ты за кого? За артиста, за диджея? Ну, в смысле, от себя, вот, если говорить. Я скорее тот человек, тот диджей, ну, который просто там читает публику и делает вечеринку, а не тот, который
ну, как-то пытается себя самовыразить там за счет, я не знаю, каких-то там костюмов, образов, ну, там, чего-то такого. Не, ну можно же говорить о музыке, то есть это может быть какая-то сложная музыка экспериментальная, которая ты видишь, что она людям не находит, ну, не заходит, но ты там пытаешься им как-то вот донести или там настаиваешь, или просто вот... Не, такого у меня нет. То есть ты диджей? Да, да, просто. Дай 5. Настя диджей. Диджей Настя. Диджей Настя, Настя диджей. Ну, что ты скажешь? Что такое трэш и угар? Вот самая трэшовая, угарная вечеринка в твоей жизни, когда ты вот прям помнишь, думаешь, боже, и хочешь забыть о ней, но не можешь. Типа, что за трэш вообще? Это было в Одессе не так давно, вот в сентябре буквально. Стою я играю, ничего не предвещает беды. И тут просто подключается какой-то микрофон, и тип начинает читать рэп. Я просто такая стою, сначала не понимаю, что вообще происходит. Потом смотрю, он стоит рядом, рэп читает. Я говорю, извини, пожалуйста, можешь, пожалуйста, этого не делать, потому что, ну, как бы, оно не сильно подходит, твой рэп, к музыке. Он такой говорит, да не, нормально, все нормально, он, видишь, там мои пацаны пришли, послушай, как я рэп читаю. Я говорю, так сейчас же не ты рэп читаешь. Короче, я еле его вообще вытолкала, уже позвала организатора, ну, чтобы это как-то остановить, этот хаос. Можно же было выключить на пульте. Я выключала, но он постоянно где-то пролазил и обратно включал, понимаешь? Спасибо большое Ballantine's за то, что помогают нам в этом деле рассказывать о наших героях, о наших украинских деятелях, промоутерах, артистах, клаб-оунеров, всех, кого мы можем представить и о ком можем рассказать, о ком интересно рассказывать. Вот. И не забывайте следить за конкурсом, за подсказками, угадывайте пластинку и побеждайте. А если говорить о том, где ты угорела? Такого никогда не было, потому что я всегда... Фрик-контроль? Да, я всегда, знаешь, бэйбиситер всех. Ну, к примеру, там, едем на автор, там, всех собираешь, говоришь, так, сиди тихо, сиди спокойно, в машине не курить. Ну, там, к примеру, знаешь, там, за всеми, там, как нянька. Сидела, следила за всеми. А так, ну, да, бывало, что я напивалась, когда играла, но это в основном потому, что, ну, стоишь, играешь, и что-то же постоянно нужно пить. Играешь, нормально, а потом просто выходишь и такой, где я? Скажи, пожалуйста, дружишь ли ты с кем-нибудь из иностранных артистов? Общаешься ли с кем-нибудь, поддерживаешь связь? Ну, не то чтобы общаюсь. Так в Инстаграме, знаешь, там лайки поставить, какой-то коммент написать. А так, чтобы именно общаюсь, нет. Я, в принципе, особо так ни с кем и не общаюсь. Вот. Ну, потому что это карантин, ну, как-то все притупилось. Но ты же не социопат. Не-не-не, ни в коем случае. И не интроверт. Не-не-не. Я люблю людей, люблю общаться, поэтому нет. Ну, это просто как-то такой, не знаю, период. Знаешь, типа вообще ничего не хочется, депрессия какая-то глубокая, уже длиной в год. Ну, не такая, чтобы она прям сильно жесткая, но просто имеет место быть. Иногда, знаешь, как грустинка всплывает. Ну да. Вот. На твоем теле около 30 татуировок. Угу. Какая твоя любимая? Вот здесь у меня самолетик есть, и на японском написано «Полетели домой». Серьезно? Класс. Это Очень cute. Одна, потом Панки Хой татуировка, по-моему, она тут. И, наверное, вот эта вот розовая. Saddest Mom, уж я ее сама нарисовала и сама написала. Класс. У меня на теле, да, тоже есть татуировки, которые я сама написала, и мне просто их перевели. Это очень прикольно. Да. А есть планы на какую-то следующую? Есть идеи? На татуировку? Да? Ну, хочется что-то, может быть, ты я уже... недавно себе тут смайлик набила. Такой acid смайлик. Вот. А так, в принципе, да нет, ничего не хочется. Ну, если бы не моя работа, то я бы себе, ну, руки как-то прикольно забила. Ну, так, чтобы они были красиво. Возникали когда-нибудь сложности вообще с твоими татуировками? Препятствовали ли они тебе где-нибудь? Ну да, у нас же на работе нельзя, чтобы на видимых местах были татуировки. Вот. Поэтому... Но вам разрешают ходить с длинным рукавом? Ну да, да. Но изначально, когда я пришла, мне сказали их вывести. Ого. Да, ну именно вот эти только две. Я их выводила, а оно что... Не выводится. Не выводится, да.
Ну, все равно меня уже взяли на работу и сказали, что в длинном рукаве можно ходить, ну, и это очень хорошо. Хорошо, Да. да. Потому что, ну, это вообще ужас, они вообще никак не выводятся. Я где-то на сеансов 7-8 ходила. Ну, Да, я ну, тоже типа, хожу уже много лет. На мгм. некоторые татуировки тоже Да. хожу. Ты катаешься на скейте? Ты хорошо катаешься? Не катаюсь на скейте. А я видела фотографии где-то на скейте. Это просто было какое-то... У кого-то был скейт, и ты просто решила Да, то я покататься. взяла покататься у своего знакомого, это этот Пенни, Мгм. вот, и Маленький. просто, да, просто типа так по каким-то ровным дорогам каталась, но я его больше в руке носила, чем каталась на нем. А как ты развлекаешься вообще? Вот как ты отвлекаешься от депрессии, например? Как ты... Есть какие-то штуки, которые ты делаешь, тебе прикольно, но которые не связаны ни с музыкой и не с твоей работой, с Да, стюардессой? готовить люблю. Ты любишь готовить? Ну и да, я вот за карантин научилась готовить, и знаешь, типа для меня телеготовка это как отдельный вид какого-то интертеймента, скажем так. Ну, знаешь, типа мне нравится процесс там, то натереть, то нарезать, типа, и оно так долго, и время убивает, и сериал можешь посмотреть, и приготовить что-то вкусное. Вот. И что ты готовишь лучше всего? М, Я не знаю, что лучше всего, у меня, ну как, в принципе, все вкусно получается. Класс. Ну, вообще, борщи, супы всякие, блинчики обожаю, там, с каким-то грибным этим делать, соусом. Или просто грибы в сметане и в блинчик заворачивать. Что ты сейчас слушаешь вообще? Что ты слушаешь дома? Что ты смотришь? Смотришь ли интервью? Чем ты интересуешься вот именно помимо того, что мы знаем о тебе? В общем, как я только на новую квартиру переехала, там телевизор, я подключила Мегого, и теперь я смотрю все шоу, которые идут по телевизору. Ну, почти. Мне нравится Супермама там какая-то. Ну, в общем, я уже как бабка какая-то старая, знаешь, сижу, телек, все передачи смотрю, только еще новости не смотрю, слава богу. Вот. Ну, а так, в принципе, на Ютубе там могу что-то посмотреть. Ну, а что касательно там музыки, то сейчас у меня вот что-то вот месяц период, что я вообще, ну, даже за комп не садилась, чтобы вот так вот сесть и там что-то найти. Ну скажи, а ты вообще, ну, интересуешься жизнью других артистов? Какие они, чем они, ну, мы рассказываем сейчас о тебе, вот тебе было бы интересно такое узнать, там, о Хелене, например, то же самое, о Стингре, о ком угодно. Вот ты бы смотрела, слушала, читала бы о них? Конечно, да. То есть ты интересуешься, читаешь, и когда вот есть что-то выходит, какое-то Ну, интервью? да, там когда какое-то, да, интервью есть, вот так, то я читаю. Вот, ну, а так, чтобы прям вот сесть и там определенного кого-то там серчить где-то что-то смотреть, то, ну, у меня такого нет. Чего тебе не хватает в Киеве с точки зрения культуры и вообще, в принципе? Мне все нравится. Все нравится? Только кебабов не хватает вкусных, как в Берлине. Вот есть какие-то так всё. точки, которые в Киеве, которые ты ходишь и знаешь, что там классно? Пусть не так хорошо, как в Берлине, но вот прям... Не, ну в Киеве мне нравится, ну, не такая вот кухня, а мне нравится ухань, тайский привет и, в принципе, все. Что бы ты хотела оставить в украинской культуре после себя? Ну вот от себя. Что бы ты хотела, чтобы о тебе запомнили? Не знаю, чтобы запомнили Настю Муравьеву просто. Ну, на самом деле не знаю даже. Сложно сказать. Да, пока что сложно. Но ты и- чувствуешь, что ты делаешь какой-то вклад в культуру, играешь роль на сцене и так далее. Ты это осознаешь? М, Не осознаю и не чувствую, скорее всего. Ну, не знаю, мне так То есть не ты просто кажется. существуешь? Ну, то есть, просто, ну, каждый диджей оставляет свой вклад, там, каждый новый, который появляется, каждый старый, который там уже лет 10, 15, 20 играет. Ну, то есть, все они часть культуры, ну, и, то есть, как бы мы, как говорится, в одной каше варимся, ну, и все как одно целое. Вот. Побочные эффекты твоих профессий. После рейса ноги болят. И Отекают. отекают очень сильно, да. Ну, не после каждого, после дальняков. Знакомо. Вот. Потом кушать много хочется в самолете. Это тоже ужасно, потому что там съел булочку, ну, например, съел булочку на земле, оно не так к тебе где-то вылезет, а съел булочку в самолете, оно у тебя везде повылазит, эти булочки. Вот. А с диджеингом много пью. Последний вопрос.
Почему Муравьева, в конце концов? Вопрос, который волнует многих. В общем, когда-то ВКонтакте у меня стоял дурацкий никнейм, ну, типа вместо имени и фамилии, да, еще ВКонтакте, ну, это давно, класс 10, 9. И я решила, что все это уже надо убирать, я уже взрослая, в 10 класс перешла, все уже. И решила поставить свое настоящее имя Настя Сорока. И там контакт, у них тогда были какие-то эти, что нельзя было, ну, короче, нужно было подтверждение. Я им написала, типа, что это мое настоящее имя, фамилия. По-моему, даже прикрепила фотку, ну, типа, своего паспорта. А у меня точно не было паспорта. Да, значит, не прикрепляла, это уже в другой раз. Ну вот, короче, и они не подтвердили это, Настя Сорока. А Муравьева это была фамилия моей подруги, на тот момент лучшей. А я такая, Настя Муравьева, ну звучит вроде. Потом ставлю ВКонтакте Настя Муравьева, и оно сразу переименовывается. То есть без никакого подтверждения не нужно было ничего. Ну так оно и осталось, и потом уже просто все, Муравьева. Ну вот. С тех пор. Ну, То есть да. ты не выдумывала? Просто это произошло вот Ну таким да, образом? я не выдумывала, но сейчас я думаю, что можно было бы все что и прикольное придумать. Какой-то никнейм. Для вашої безпеки Ну, то есть ты потом ну, как бы тебе обратились... пасажирів рейсу Нет. Сейчас Сейчас еще на арабском, скорее всего. Ну что ж, мы практически все обсудили с Настей, и сейчас мы перемещаемся в другую локацию для того, чтобы закончить наше интервью с нашим традиционным блоком, последним рубрикой с фотографиями. Вот. Спасибо большое аэропорту Борисполь за то, что нас приютили, пустили и дали нам возможность воссоздать эту атмосферу, в которой Настя пребывает практически, можно сказать, большую часть своей жизни на данный момент. Это True Talk, диджей Настя и Настя Муравьева. Ну что ж, мы недалеко ушли, на самом деле, от терминала D, где мы снимали предыдущий блог. На данный момент мы находимся на 4-м этаже парковки прямо напротив терминала. Прекрасная погода, отличное настроение. И мы переходим к моей любимой рубрике. Поскольку я очень люблю фотографии, истории людей в этих фотографиях, то мне очень интересно порасспрашивать Настю о том, Мне еще больше интересно. что это за фотка. Вот с этой фотографией. Это фотография под оперным. Где вы... Как это получилось вообще? Я сама не знаю даже. Ты не помнишь? Нет. Ты даже Ну, не у меня можешь тут на сфотографировать? фотке нет, но это я фоткала, делала эту фотографию, да. И мы тогда просто, ну вот гуляли и просто проходили. Я не помню, то ли это были настоящие полиция, милиция, то ли это просто были переодеты. Но мы по какой-то причине с ними сфоткались. Наверное, потому что это типа прикольно, там, с Ну полицией сфоткаться. Ну да, наверное. Но это чисто классика тусовок под оперным, мне кажется. Ну да. Это как раз фотография. Да, это вот тот период, когда я работала... На регистрации. Да, на регистрации, да. Мой знакомый летел, я говорю, ну что, пошли на перекур? Он такой, ну пошли. Это он меня сфоткал как раз в тот момент. Да, он написал, что Муравьева все сделала четко и быстро. Это, наверное, одна из первых каких-то вечеринок, на которых ты Да, выступала. это... Как же это называлось? Это от создателей Югенхаба, потом они Югенхаб клуб сделали. А это вот тогда в Малой опере это была вечеринка. Да, и мы с Яной бэк-ту-бэк играли. И как тебе игралось с Яной бэк-то-бэк? Да, клево. Она Весело. еще техно играла. Так что было все вообще заебись. Класс. Вот, собственно, ты в полной красе, Да, это на я... параде. Это я вот тут, да, на Майкле, на стоянке. Это куда ты летела, ты помнишь? Да, скорее всего, в Египет или в Турцию куда-то. Ну, вот куда-то туда. Мы только что с тобой в терминале обсуждали твои полеты, и если я у тебя спрашивала, есть ли у тебя возможность оставаться на несколько дней, ну то есть как это работает, и ты сказала, что, допустим, в Доминикану ты летаешь от 1 до 2 раз в месяц, Мгм. и можешь, тебя могут там оставлять там, от 4 до От 19 часов до 4 дней. Да. Ну, то есть в зависимости от того, как там, по количеству рейсов. И сколько ты уже туда летаешь, получается? А, Ну, поскольку ты ну, назвала Доминикану своей второй дачей. Дача, да. У меня Резиденция. первая дача в Египте, вторая в Доминикане, третья вот в Турции будет. Сейчас Турция откроется, и там тоже дача.
Ну, мы туда уже летаем где-то 1,5 года, кажется. Вот где-то так. Классно. Ну, часто получается у тебя на 4 дня оставаться? Ну, в принципе, да. Да, Классно. да. Повезло. Да, Во время согласна. карантина тем более. Да. Ну, еще, кстати говоря, во время своих поездок в Доминикану у Насти случилась еще совершилась еще одна мечта. Да, Это? я кито увидела. Да, меня, честно, жаба давит, потому что я уже давно мечтаю их посмотреть, но пока что Настю мне в этом не догнать. Вот это очень прикольно. Ну, это типа мода делать татуировки девушек-диджеев. Это моя подруга нарисовала эскиз с моей фотографией, и просто какой-то, ну, мальчик ей написал: о, хочу фотку с Муравьевой себе набить. Вот и набил. Но я потом впоследствии с ним познакомилась в Вене, по-моему. Он в Вене живет. Ну, Прикольно. И вот, да. Тебе было приятно? Ну да, в принципе, да. Да. Это, наверное, самая известная твоя фотография. Да. Это сделал Лёша Березовский на Да. схеме. Когда это было? Летом? Ну, Это летом было. ну, в общем, да, одна из самых известных Я фотографий. такая какая-то замученная. Не, мне кажется, очень классно. Кстати, это здесь очень женственное. Ты видишь, как ты Ну, одета? Да. Цветочки. Ну так лето рубашечка. все-таки. Ну да, да. Так что спасибо Лёше Березовскому за классную фотографию Насти Муравьевой. Мне кажется, что Спасибо, можно Лёша. было бы легко распечатать и на стенку, как Да. постер. Это, наверное, одна из самых ранних фотографий, которые я у тебя Да, нашла. это вообще Ты жесть. такая смешная здесь, как школьница. Так это я и тут и есть школьница. Да? Школа? Да, это вот моя одноклассница рядом. Она себе решила фотку Боб Дилана приклеить, потому что ей не понравилось, как там она получилась на О, фотографии. это классика. Да. Было смешно тебя видеть в этой кепочке. Это, наверное, вот фотографии из этого места у тебя больше всего на Фейсбуке. Мне кажется, что это связано с тем, что у тебя очень много татуировок. Я так поняла, что это тату-салон какой-то? Да, это Kingdom Tattoo, потом это стала эвтаназия. Там я некоторое время администратором работала. Ага. Вот, да, поэтому оттуда так много фотографий и всего. Кто сделал тебе какой мастер тату сделал тебе самое большое количество татуировок? Ну, наверное, Ярослав Путята. Он меня еще и учил татуировки делать. То есть ты еще и училась делать их? Ну да, я еще их и делала. А, серьезно? Да. Это мы пропустили, а ну. Да. Ну, как-то там, была я там админом, потом такая говорю: блин, что скучно, давайте, может, Ярик, давай научи меня татухи делать. Он говорит: ну давай, типа хэндпоуком. Ну и вот я на нем и тренировалась. И как долго? Как долго тренировалась? Училась, тренировалась Ну вообще? там, в принципе, главное понять, типа, основу, а так там дальше уже, чем больше сделаешь, тем лучше будет получаться. Ну, Вот. дальше это, я так поняла, дело решила не продолжать. Да нет, я так что понабивала, обновила, что только изредка там дома могу кому-то набить, да и все. А себе не пробовала? А себе вот сердечко. Это вот. твое, да, Да, сердечко? сама себе сделала. Прикольно. Да. Вот это мне очень понравилась татуировка тоже. Да, классная фотография просто такая с ножом, такая дерзкая. Это там же было, да? Да. И когда ты это сделала, этого гуся? Мне кажется, гусь это вообще просто мем какой-то у тебя вот сквозь Facebook я заметила. Да я не знаю, это просто понравился эскиз, я думаю, а что бы не набить. Это было на мой день рождения в году 16-м, Мгм. 15-м. Но он там мелькал у тебя периодически в Мгм. ленте. Вот это классно. Кстати, вот подпись к фоточке. Шоу гуси. Да. Это ты получила диплом? Да. В таком вот наряде пришла его получать. Это, конечно, было эпично. И в тот момент, в этот же день, там спустя пару часов, моя подруга тоже там же получала диплом. Вот мы с ней вместе пришли. Вот она меня и фоткала. Вообще смешная фотография. Ты недавно ее репостила, кстати. Да. Как тебе понравилось? Сейчас, секундочку, прилипла. Сниматься для Vogue. Чувствуешь ли ты себя, какой-то причастной к фэшну вообще? Ну, то есть, вообще, как ты относишься к фэшну? Ну, положительно, конечно же. И да, мне очень понравилось. Там клевые фотки получились. Там было много фоток разных, но выбрали именно эту. Одну только. Мгм. Но у тебя есть остальные? Не, они мне не скидывали остальные. Жаль. Вот. Ну да, Я жаль. обычно выпрашиваю. Ну дайте, пожалуйста, для личного архива. Ну, вот Классно, я да. Я видела недавно. видео. Мгм. Очень прикольно.
да. Ну, это приятно, когда тебе Вок пишет. Да, согласна. Вот это очень смешная ситуация. Это я в Диджей-поломка. Амстердаме, да, диджей-поломка. В Амстердаме с поломанной рукой. Я еще, по-моему... нет, это за неделю до этого я играла в Берлине. И на следующий день из Берлина в Ивано-Франковск полетела играть тоже с поломанной рукой. А как ты ее поломала? Ну, странная ситуация. Как оно говорится? История умалчивает. в Ясно, я общем-то, да. поняла. Что-то. Вот. Ну, а в Амстердаме было прикольно, что я стою, такая играю, ко мне подходит, спрашивают, what's wrong with your hand? Я говорю, it's my gun. Она на пушку просто реально была похожа. Смешно. Мгм. Ну, забавно было найти Так я когда еще сломала руку, мне поехала в этот травмпункт, мне сделали рентген, и говорят, ну все, гипс будем делать. Я никогда ничего в жизни не ломала, это была вот моя первая поломка. И мне, типа, гипс, я говорю, вы хотя бы 2 пальца оставьте, ну, типа, чтобы хоть можно было. крутить Да. что-то. Но говорят, оставим 3. Я говорю, ну, слава богу. Ну и последняя фотография, подпись к ней была... Последняя моя фотография в Инстаграме будет именно такой. Ну да, я увлекалась физикой. Я даже в КПИ поступила, 2 курса отучилась. или 3, Серьезно? Да. Не закончила, вот, да. И Так, может быть, ты поможешь моей Ульяне с ее я уже, увы, ничего не помню. уроками? Седьмой с класс всего радостью. лишь. Помоги, пожалуйста, нам нужен help. Классная фотография, коллаж такой Да. получился. Ну, класс. Сама склеила. Ну, спасибо тебе большое. Знаешь, что мне хочется тебе пожелать, чтобы в какой-то момент авиалинии тебе доплачивали, как стюардесс-инфлюенсеру, который, типа, суперпопулярный диджей, работает у них в компании, и чтобы ты получала за это дополнительные бонусы и была, типа, такая, знаешь, лицом авиалиний. Хорошо, спасибо большое. Спасибо за Тебе интервью. спасибо. Фотографии твои. Спасибо. Конечно, на память, да. Как раз таки будет что приклеить. Ну, все равно классно, когда они напечатанные лежат. Это память. Да. Ну что ж, друзья, это был 3-й выпуск True Talk при поддержке Ballantines. Я надеюсь, что вы угадали пластинку, мы выберем ее в ближайшее время. Лайкайте, дизлайкайте, шерьте, комментируйте. Я готова в этот раз к любой критике и замечаниям. Ну и до встречи в следующем выпуске через неделю. Спасибо. Спасибо.